Привет, друзья! Говорят, что Фридрих Мерц – это новое чудо Германии. Он не просто новый канцлер, он человек, который перетасовывает геополитические карты. В кулуарах Берлина все громче звучат разговоры. Мерц и его команда ведут тайные переговоры с восточными странами. И это не просто обмен рукопожатиями, это потенциальный разворот всей немецкой внешней политики. США обеспокоены, Брюссель, конечно же, в панике. Ведь если Германия заключит экономические и военные пакты с Востоком, Евросоюз может потерять свой стержень. Но уже точно известно, что Мерц, будучи бывшим финансистом и работавшим в BlackRock, играет в долгую. Он хочет превратить Германию в абсолютно автономного игрока. Но какой ценой? Это реалии нового жесткого курса. За закрытыми дверями Минобороны Германии кипит работа над самым амбициозным проектом за последние 70 лет – формированием настоящей независимой немецкой армии. Больше никакой оглядки на Вашингтон, больше никаких согласований с НАТО. Германия под руководством Фридриха Мерца делает ставку на полный военный суверенитет, и это шок для всего Запада. По данным инсайдеров, в Берлине уже согласованы контракты на миллиарды евро с отечественными и международными оборонными концернами, как в Германии, так и в других странах. Начинается перевооружение, модернизация систем управления и создание автономной стратегии реагирования. И главное, армия будет подчиняться только Берлину, не Брюсселю, не Страсбургу, не Пентагону, только Берлину. Фридрих Мерц, он прагматик, стратег и бизнесмен со стажем. И, конечно же, понимает, независимость невозможна без силы. А сила – это армия. Германия давно устала быть дойной коровой НАТО, которая навязывает участие в чужих конфликтах и диктует условия извне. Сегодня все меняется, Берлин говорит: хватит, мы сами решим, когда и где защищать свои интересы. Но что же это значит для Европы? Паника во Франции, тревога в Польше, конечно же, раздражение в Соединенных Штатах Америки. Внимание, пока молчит только Великобритания, но даже там уже обеспокоены. Германия становится не только крупнейшей экономикой Европы, но и ее потенциально сильнейшей военной державой. И все это без союзников, без сдержек, просто в одиночку. Оппозиция в шоке, зеленые вообще в истерике, но Мерц не останавливается, он точно знает, чего хочет. Германия больше никому не подчиняется. Новая армия – это символ нового курса. Это ответ тем, кто смеялся над немецкой военной слабостью при Олафе Шольце и Ангеле Меркель. Также это вызов и НАТО и, возможно, начало конца старой системы безопасности Европы. Это больше не фантастика, это политическая бомба, которая тикает на глазах у всей Европы и Соединенных Штатов Америки. Каждый из вас знает, что Германия – одна из ключевых стран НАТО, и теперь она больше не хочет быть частью американского зонтика. За красивыми фразами о европейской автономии скрывается простая и страшная истина. Берлин готовит геополитический разрыв десятилетия. Интересно то, что новый канцлер Фридрих Мерц ни разу публично не подтвердил приверженность НАТО с момента своего вступления в должность. Ни одного четкого заявления. Для опытных аналитиков это, конечно же, сигнал. Германия отходит в сторону и делает это тихо, но уверенно и только в своих интересах. По внутренним источникам в МИДе идет пересмотр соглашений о размещении американских баз, включая Рамштайн, один из самых важных узлов Пентагона в Европе. Обсуждаются новые форматы безопасности, европейский ядерный щит, возможно, даже без Соединенных Штатов Америки, а с Францией и Великобританией, и даже создание независимого командного центра в Берлине, который будет координировать немецкую внешнюю и оборонную политику уже без оглядки на Вашингтон. Для американцев это, конечно же, шок. Соединенные Штаты Америки десятилетиями контролировали Европу через НАТО, используя Германию как тот якорь. Но теперь якорь рвется, и рвется больно. В Белом доме Мерца называют опасным канцлером в деловом костюме, а немецких дипломатов вообще непредсказуемыми и холодными, потому что Германия делает то, чего никто не ожидал в постнатовскую эпоху. Почему это происходит сейчас? Потому что Мерц понимает, НАТО – это не защита, а зависимость. Это очередные дежурные команды сверху, это потеря контроля. А в новом мире, в новых реалиях, кто контролирует себя, тот выживает. Кто зависит, он исчезает. Германия больше не хочет быть чьей-то
пешка, она хочет быть шахматистом, и ради этого Мерц готов пойти на все, даже если придется взорвать старую архитектуру Запада. Поэтому не следует себя тешить тем, что если сегодня Германия молчит, завтра она может сказать главное: «Спасибо, НАТО, мы справимся сами». Именно поэтому я бы сказал, что Фридрих Мерц – это не просто политик, это маска, лицо нового проекта, за которым скрываются люди, предпочитающие оставаться в тени. В Берлине все чаще шепчется: у Мерца есть спонсоры, о которых не пишут газеты и не говорят на телевидении. Это элита нового типа. Не парламентская, а транснациональная, не публичная, а сетевая. Те, кто устал от слабой, зависимой Германии. Те, кто готов сломать старый порядок только руками Мерца. Эти фигуры действуют по заветам эпохи глобального влияния. Бизнес, технологии, спецслужбы, информация – все переплетено. Среди них бывшие финансисты, конечно же, представители семей, стоящих у истоков немецкого промышленного капитала, а также новые короли алгоритмов и цифрового сектора, которые понимают, будущее принадлежит тем, кто умеет управлять через данные, а не через парламент. Что их всех объединяет? Это желание реванша. Им надоела Германия, согнувшаяся под Брюссель и Вашингтон. Им надоел евро, навязанный бюрократами. Им надоела зависимость от решений, принятых не в Берлине. Они мечтают о новой сверхдержаве, и Мерц их инструмент, их авангард, их контрольный выстрел по старой Европе. Ведь не зря они его привели к власти. Но есть здесь и интрига. А кто на самом деле управляет? Они Мерцем или Мерц ими? Ведь Мерц не прост. Он из тех, кто умеет говорить языком корпораций, но мыслит категориями стратегий. Он может казаться покорным, но действовать хищно. Мы это уже видим в его спокойствии, но в жестких решениях, например, по тем же беженцам. Возможно, он просто использует своих спонсоров как таран, чтобы пробить стену и зайти потом внутрь, а уже потом закрыть за собой дверь и переписать правила игры, пока это остается интригой, за которой мы с вами будем наблюдать. По слухам, между группой влияния и Фридрихом Мерцем уже были несколько жестких конфликтов за контроль над будущей экономической моделью Германии. Одни требуют максимальной приватизации, другие настаивают на патриотической индустриализации. А что Мерц? Он молчит и действует. И каждый его шаг – это либо от имени элиты, либо против нее, но точно всегда на грани. Сегодня мы с вами наблюдаем, если честно сказать, не реформу. Мы видим битву за будущее Германии, которую ведут те, кого не видно. И тот, кто на виду, это Фридрих Мерц. Или, скажу так, герой этого плана или архитектор еще большего замысла. А может и того, и другого. Для справки не могу обойти еще одно событие и указать, что на наших глазах рушится еще один из последних столпов старой Европы. Это Франко-Германский союз. То, что десятилетиями считалось мотором Евросоюза, теперь захлебывается в дыму недоверия и геополитических амбиций. И Макрон в отчаянии, он чувствует, Мерц больше не партнер, он наоборот конкурент, а возможно даже и противник, потому что Фридрих Мерц действует хладнокровно, он не вступает в громкие перепалки, не делает резких заявлений вслух, но его шаги конкретные, как шахматные ходы. Он срывает общие программы, пересматривает оборонные соглашения, игнорирует в конце концов инициативы Парижа. Даже в энергетике, где Берлин и Париж всегда были на одной волне, началась игра каждый сам за себя. Для справки скажу, что Макрон, привыкший играть первую скрипку в Европе, вдруг осознал, новая Германия не нуждается в дирижере. Мерц строит собственный оркестр с другими странами, с другой логикой. Он ищет союзников уже на Востоке, за пределами еврозоны, за пределами Брюсселя. А Макрон, он наоборот пытается удержать зыбкую конструкцию Европейского Союза, которая уже на самом деле дала трещину. Он призывает к сплоченности, как капитан тонущего корабля, но его команда уже смотрит на спасательные шлюпки. Действительно, в последние дни Франция уже в панике. Уйдет ли Германия в свой автономный проект? Останется ли Париж в изоляции, когда Берлин начнет диктовать условия не только в экономике, но и в политике, и в безопасности? И уже появились слухи, что в Елисейском дворце срочно проводят закрытые совещания с армейскими и финансовыми блоками, обсуждая план на случай краха Европейского Союза. Но и это еще не все. Есть один слух, от которого у европейских чиновников дрожат руки. Мерц уже собирается подписать неформальный меморандум с рядом стран Восточной Европы о создании альтернативного европейского пространства. Без Франции, без Брюсселя, без бюрократии, с реальной властью.
Почему последние дни Макрон вообще замолчал? Это молчание как перед бурей на самом деле. Европа снова превращается в поле битвы, я имею в виду не танков, а идеи, амбиций и моделей будущего. Именно поэтому сегодня Мерц и Макрон не союзники. Это две противоположные цивилизационные траектории. Фридрих Мерц не просто меняет Германию. Будущая армия вне НАТО, экономика вне Брюсселя, альянсы вне Запада. За ним стоит элита, а против него вся старая система. Именно поэтому это не реформа, это революция. И если раньше Германия была частью Европы, то теперь Европа станет частью Германии или просто рухнет. История пишется прямо сейчас, или вы наблюдаете, либо просыпаетесь в новом мире. Если вам понравился мой рассказ, и если вы готовы к переменам и сильной Германии, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.